Привет, YouTube! Сегодня мы едем на оформление школы английского языка. Будем делать метровую звезду с логотипом и разнокалиберную гирлянду небольшую. На оформление я еду одна, поэтому сегодня я покажу, как можно с легкостью справиться с этим заданием. Оттенки мы подбирали сами, но в тех заданиях нам было сказано подобрать их таким образом, чтобы они гармонично сочетались с общей лентой контент-плана английской школы, чтобы был плавный переход. Мы остановились на голубом, синем, лайм и серый. В своем личном инстаграм-аккаунте я просила всех подписчиков проголосовать за 3 оттенка или 4, включая синий. В итоге большинство мне помогли, спасибо вам большое, и мы выбрали 4 оттенка. Гирлянда разнокалиберная, она у нас будет полностью из дабл-стаффа, чтобы все шары были очень плотного, насыщенного оттенка. Уже на месте я вам покажу, как это все выглядит. Вот тут вот у нас пакет надут с шарами, можете его видеть. Ну что, поехали в школу. Собираю все в 2 пакета и выезжаю. Люблю свою Мазду за ее супер вместительность и за то, что я знаю, сколько войдет шаров вплоть до 1 штучки. В багажник поместилась звезда, на заднее сиденье все кластеры для гирлянды просто в одном пакете, даже не пришлось ничего распределять. И еще свободное пассажирское сиденье переднее. Для какого-нибудь помощника. Жаль, что его сегодня нет. На площадке начинаем монтаж с того, что нужно расчистить пространство и подготовить рабочее место. Для логотипа школы я использовала звезду 36 дюймов от Граба в оттенке голубой макарунс. Для надписи использовала белый матовый оракал. И наношу лого уже на месте в 3 захода, так как всего 3 строки. Далее подготавливаю крепежи для гирлянды. В этот раз я использую полипропиленовую ленту из обычной бобинной катушки. Отмеряю по 2 метра и привязываю к монтажным площадкам. Теперь приступаем к сборке блоков. Шары уже собраны по световым кластерам. Мне остается их соединить между собой и закрепить к стене. Для соединения я также использую полипропиленовую ленту. Собираю шары лицевой стороной к себе, это когда маленькие шарики смотрят на вас. В противном случае они уйдут назад и никакого смысла в них не будет, так как потеряется эффект разнокалиберности. Для одного цветового блока я использую 3 кластера по 6 шаров в каждом. Соединяем их все между собой, оставляя на концах ленты для удобства последующего монтажа. Таким способом собираю цвет за цветом, не миксуя оттенки между собой, чтобы итоговая гирлянда выглядела более стильно. Цветовые блоки готовы, мне осталось их скрепить между собой и закрепить к стене. Синий с голубым я связываю между собой и сразу креплю к стене. Стену, как и любое покрытие перед монтажом, желательно обезжирить или как минимум протереть от пыли. К кирпичной поверхности я закрепила бумажный или по-другому малярный скотч, на него приклеила монтажную площадку и далее лентами от площадки креплю шары к стене. Каждый цвет я закрепляю как к стене, так и соединяю шары между собой, чтобы был плавный переход без дырок и пустого пространства. По очереди от самого темного перехожу к самому светлому. И теперь переходим к финальным штрихам. Я надуваю шары 5 дюймов для того, чтобы заполнить небольшие пустоты и сделать более плавными переходами от одного цвета к другому. На самом деле эту работу можно было выполнить и в студии, приехать уже с надутыми маленькими шарами, но так как на площадке по времени я была не ограничена, а попасть в московские пробки в час пик не очень хотела, решила, что доделаю уже все на месте. Тем более шары уже были собраны в дабл-стафф, оставалось только надуть. По времени это занимает буквально 5-7 минут. Собираю 5-дюймовые шары в кластеры по 3, 5, 7 шариков, в зависимости от того, насколько нужно заполнить пустоту в определенном цветовом блоке. И закрепляю их к стене с помощью ленты, либо можно использовать ШДМ, кому как удобнее работать и смотря, что есть в наличии. Самое главное, закрепляем также цвет к цвету, не миксуем оттенки между собой. Прошло 40 минут с момента монтажа, и я, в принципе, закончила. Были небольшие сложности с креплением к стене, но, в принципе, задача я справилась. Получилась шикарная гамма. Оцените, как вам. Гирлянда готова, заказчик в восторге, так как минимальное оформление на его бюджет выполнено, как и условия по цветовой гамме. Размер гирлянды получился около 280 см.
Длину мы обговаривали от 2,5 до 3 метров, так как это наш минимальный размер для разнокалиберной гирлянды. Шары я использовала двух производителей, марки Everts и Gemar. И всего было 3 размера: 19 дюймов, 12 дюймов и 5 дюймов. Напишите в комментариях, как вам финальный результат и понравился ли такой обзор рабочего процесса с выездом на площадку. Если будут вопросы, пишите их также в комментариях, с радостью буду отвечать. И не забывайте подписаться на канал.